Представьте, что существует такая жидкость, которая меняет свои свойства в зависимости от того, с каким усилием вы на нее воздействуете. Сегодня мы заглянем в мир неньютоновской физики и увидим невероятные эксперименты с неньютоновской жидкостью, которую сейчас и приготовим. Вы готовы? Для изготовления неньютоновской жидкости нам понадобится очень много крахмала, который можно купить в любом магазине. По пропорциям все так же очень просто. По объему крахмала должно быть в 2 раза больше, чем воды. Добавляя воду, нужно все очень тщательно перемешать, чтобы не было комочков или каких-то сгустков. В результате у нас получается вот такая удивительная масса. Пытаясь перелить неньютоновскую жидкость в стеклянную емкость, она не течет одним потоком, а она кусками падает вниз, при этом полностью растворяясь в этой массе. Ее свойства просто невероятны, она как будто живая. Когда я бью по ней пальцем, она как будто сопротивляется, не пуская мой палец внутрь, как будто протестуя. Но если я медленно опускаю палец, неньютоновская жидкость ведет себя как простая вода, совсем не сопротивляясь. Даже ложка ничего не может с этим поделать, жидкость и дальше продолжает сопротивляться. Но если положить ложку на поверхность, она моментально утонет. При этом достать ложку с жидкости было очень проблематично. Она никак не хотела отпускать ее обратно, максимально сопротивляясь. Толкушка для картошки погружается в нее очень быстро, но достать ее это очень сложно. Но когда это получается, вместе с толкушкой за ней тянутся какие-то непонятные щупальца. И выглядит это очень странно и жутко, как будто какое-то существо с фильмов ужасов. Возможно, под микроскопом нам удастся разгадать эту загадку, почему простая вода и крахмал обладают такими удивительными свойствами. Гранулы крахмала напоминают сахар, который вы небрежно рассыпали на стол. Но если в крахмал добавить воду, ситуация кардинально меняется. В капле воды крахмал начинает увеличиваться в размерах, напоминая желатин. А что будет, если взять вот такую гирьку и бросить ее в неньютоновскую жидкость? Вау, это было очень эффектно. Сначала гирька отскочила, а потом утонула в нашей белой массе, но сделала это очень медленно, намного медленнее, чем ложка. Если вы знаете, почему она так медленно пошла на дно, напишите в комментариях. Неньютоновская жидкость очень похожа на тесто. Давайте проверим, возможно ли с нее что-то слепить. И да, мы можем слепить с нее небольшой маленький шарик, но только мы прекращаем на него воздействие, он сразу же растекается у нас в руках. И сколько бы раз я не пытался это повторить, результат тот же самый. Шарик расплывается и стекает снова в миску. Во время всех этих экспериментов я заметил еще одну очень удивительную странность. Неньютоновская жидкость ведет себя как живая, не позволяя оторвать от себя ладонь. Если бы я не знал, что передо мной, я бы подумал, что это какой-то пришелец, который прилетел к нам на Землю, чтобы меня съесть. Перевернув стакан, давайте посмотрим, как поведет себя неньютоновская жидкость. Комочек плавно стекает по стакану и расплывается по дну емкости. Выглядит это очень эффектно, и в голове только один вопрос: почему это происходит именно так? Для самого эффектного эксперимента нам понадобится вот такая досточка, которую нужно отрезать, чтобы забить в нее вот такой гвоздь. Если подумать, то это практически невозможно, ведь досточка просто утонет. На мое удивление, досточка не только не утонула, но еще и была пробита гвоздем насквозь, что я считаю просто невероятным. Напишите, что вы думаете об этих экспериментах в комментариях под видео. Я буду очень благодарен, если вы напишите в комментариях, какие еще эксперименты вы хотели бы увидеть на моем канале. Спасибо за просмотр и до следующей встречи!